Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хотела бы вам предложить вот такой жилет безрукавку по высшему классу, который можно связать на любой размер. Удлиненный жилет с боковыми разрезами, здесь вот хорошо это видно. Приближаю вам эти разрезы, вот здесь видите, он удлиненненький такой, очень элегантный, эффектный. Сейчас, смотрите, получается, что выглядеть модно, стильно сейчас можно в любом возрасте, согласитесь, да, и мастерам со спицами в руках это вообще сейчас становится как бы совсем легко и просто. Столько много брендовых идей предлагают нам дизайнеры со всего мира, такие эффектные, красивые вещи. Конечно, это все связано на машины, но мы же можем это связать своими руками на спицах. Остается только что технические моменты: разработать схемы, да, и сконструировать, то есть составить инструкцию по вязанию этих моделей. Любой размер. Сегодня в своем мастер-классе я буду составлять описание для 44, 46, 48, 50, 52, 54 размеров. Да? Так. И в спинку перед планирую вязать, я не вижу здесь, как выглядит спинка, я думаю, что она должна выглядеть точно так же, как и перед. Отличие у нас будет лишь в вырезе горловины. Ну, по переду он, естественно, более такой глубокий. Давайте посмотрим сейчас с вами фотографии, которые нам предлагает дизайнер. Смотрите, я укрупняю вам, да, эту моделечку. Я хотела вам заострить внимание, что у нас цельновязанная планка по пройме. То есть, ну, конечно, мы можем, в принципе, как бы рассмотреть и вариант резинки, такой же, как по вырезу горловины и по нижней планке, да. Но вот если следовать дизайнерской идее, то полностью соответствие – это 2 изнаночные, 2 лицевые идут здесь. Это хорошо вот в укрупненном виде заметно. Я вам приблизила, девочки, узор. Можете внимательно рассмотреть под белую блузку. Это стильная вещь, просто, ну, я не знаю, смотрится просто бесподобно. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. Очень мне нравится вот этот образ, да. Черные брюки есть сейчас практически в гардеробе любой женщины, согласитесь, да. Полупатентную резинку мы здесь будем применять с вами. И вот эти вот виды жгутов элементарные на 4 петельках. И вот эта красивая, такая красивая эффектная бабочка, коса. Так, ну, вот эта цепочечка еще так тоже образ хорошо дополняет, согласитесь. Давайте посмотрим. Но это у нас уже идет молодежный вариант, то есть как предлагает дизайнер девушкам, да, демонстрировать себя в этом прекрасном жилете. Вообще жилеты очень стали модные, очень входят в моду. Просто, я не знаю, какой-то бум на эти жилеты. И он реально, смотрите, вырез горловины, вырез по пройме здесь вот очень хорошо, я вам показываю. Смотрите, как дизайнер подошел к вязанию проймы. Вы видите, он начинается вот отсюда, снизу, видите? И петли патентной резинки, полупатентной, заменяются на ряды изнаночной, 2 ряда изнаночной глади, 2 ряда лицевой, 2 ряда изнаночной, 2 ряда лицевой, 2 ряда изнаночной. Вот в моем случае получилось 7 петель я взяла, вот этой вот окончательной ширина. Вы можете увеличить эту величину в зависимости от размера. Но эта машинная вязка у нас на спицах чуть
она получается ну, больше, да, как бы. Так что поэтому шире, да, то есть плотность немножко другая у машины вязки и у спиц вручную. Поэтому здесь получается в соответствии узоров, смотрите, также у нас, в принципе, я расположила в сегодняшнем мастер-классе вот эти центральные косы, между ними 5 жгутов по 4 петли. И также идут эти жгутики по 3 от уже справа влево от наших центральных больших широких кос. То есть сегодня и это расположение, я сейчас заостряю внимание, это не случайно, я заостряю внимание, и что цельновязанная планка по вырезу, по пройме то же самое. И я все это не случайно, чтобы вы потом, девочки, внимательно, когда будете вязать, внимательно это обратили внимание. Здесь у нас идет вырез, вы видите, да? У моделечки здесь сбоку планируется вырез. Я думаю, что эта изюминка очень удачная у дизайнера. Здорово придумал. Так, ну, в общем-то, еще раз вам показываю образ этот прекрасный, стилистически очень грамотный, черный низ, да, белый верх и такой нейтральный бежевый цвет жилета, очень эффектного и красивого. Украсит реально любую женщину. Я очень много сегодня хвалила эту модель. Я думаю, что я реально вас заинтересовала. Это реально стильная вещь, пригодится в гардеробе любой женщины. Вы будете выглядеть весьма эффектно, что на работе, что на праздничном каком-то, на каком-то праздничном вечере, да. Я считаю, вещь очень стильная. И в сегодняшнем мастер-классе мы рассматриваем, как всегда, выбор пряжи, спиц, вяжем схему, кстати, я составляю, да, вяжем мы с вами узор по этой схеме, у нас есть выкройка, и мы делаем с вами расчеты на вот эти размеры, которые я уже сегодня озвучивала. Итак, приступаем к выбору пряжи. Так, девочки, для, в общем-то, Alize Lana Cotton я выбрала пряжу цвет 50-67 и с 50 грамм 160 метров. Тут же напишет состав: 26% шерсть, 26 хлопок и остальное акрил 48. Так, ну, пряжа, которую я часто рекомендую, очень хорошего качества. Смотрите, какой четкая скрутка идет. Спицы используем 3,5. Мне очень нравится эта пряжа. Она немножко жестковатая, но она мягкая, она не колется абсолютно. Она хорошо держит рисунок, то есть она подходит для... Ниточка, видите, какая объемная. Она подходит именно для вот этих объемных кос. Красиво будет смотреться узор. То есть вот такой вот у нее показатель мягкости. Сейчас я вам покажу альтернативную пряжу. В качестве альтернативной вот такая у меня есть пряжа, но она дорогая. Ну, так-то относительно дорогая. Тоже бежевого тона можно подобрать. Можно молочного, какого хотите. Это фирма Yarn Art Silk Royal. 50 грамм 140 метров, 35% вискозный шелк, 65% шерсть мериноса. Очень мягкая, очень пушистенькая, видите, да? Такие ворсиночки. Хорошие скруточки. Просто идеальный вариант. Красиво будет смотреться пышный узор, такой как наши косички, да? Теперь следующий вариант. Тоже пушистая, очень похожая по качеству вот на эту Silk Royal. Пряжа белорусская. Ну, относительно тоже дешевая. Фирмы Camtex и серии Classic. Здесь 100 грамм 300 метров. Полушерстяная пряжа. 50% шерсть, 50% акрил. Так, и третий вариант. Тоже фирма Alize. Lana Gold Fine. Серии Classic. В составе 49% шерсти, остальное акрил. Пряжа тоже такая. Все они, в принципе, девочки, одинаковые. Вот смотрите. Видите, они одинаковые по толщине. Несмотря на то, что в этой пряже метраж
Смотри, сейчас метраж, вот метраж. Видите, 100 грамм 390 метров. Вот в этой вот файне. То есть, несмотря на то, вот она самая экономная, самая дешевая. Alize Lana Gold Fine. Тоже хорошо будут смотреться косы. Такая же будет плотность. Они все приблизительно одинаковой толщины. Все, здесь толщину, в принципе, плотность дает нам вот именно спицы, выбранные на 3,5. И вся эта пряжа подходит конкретно для вот этих, для этого жилета. Они приблизительно одинаковые. И, в общем-то, цвета только вот у меня какие есть разные. Но вы, конечно же, в интернет-магазинах или просто в магазинах пряжи можете подобрать цвет себе подходящий. Ну, все они в бежевых тонах, в принципе. Схема узора выглядит, девочки, вот таким образом. Тут вот ряды не видны. Вот так уменьшаю, да, вот с первого ряда. Вот здесь вы видите. Пустая клеточка – это лицевая петля. Вот такая горизонтальная черточка – это изнаночная петля. Наша коса занимает 16 петель в ширину. И вот она, переплетения обозначаются у нас вот такими вот зигзагами. Это перекрещивания идут на 4 петлях. Это направо, это зеркально налево. Мы будем вязать этот узор. Он очень простой. У нас везде перекрещивается небольшое количество петель здесь. Маленький жгутик на 4 петлях. Перекрещивание все время направо будет у нас. Ну и изнаночные вот эти петельки вы видите, да, промежуточные. Так что узор несложный. Мы с вами его сегодня свяжем. Пожалуйста, сделайте. Давайте вот так. Ах, не получается. Все куда-то уходит. Да? Ну, вот так сделайте скрин экрана для схемы. Давайте посмотрим теперь выкройка. У нас есть еще выкройка вот такая. Выкройку я сейчас увеличу. Обычно выкройка, ничего в ней нет такого. Опять все больше экран увеличивается. Размеры будут у нас сегодня озвучены в конце видео, где я говорю и ширину, и сколько петелечек набираем, сколько на вырез горловин приходится, какая ширина проймы и так далее. То есть все это есть. И вот такое описание я выкладываю обычно под видео, девочки. Размер мы рассматриваем, я сегодня уже называла, 44, 46, 48, 50, 52, 54. И вот эта вся полностью инструкция выкладывается в виде текстового варианта под видео. Я ее зачитывать не стану. Все детальные моменты мы с вами разбираем сегодня в самом конце видео, где я показываю, как располагаются узорчики. И, в общем-то, вот таким образом, это самый главный и основной момент, я считаю, в данном мастер-классе. Девочки, ничего я сегодня не говорила про вертикальную плотность и применение горизонтальной плотности. Имейте в виду, что петли вы рассчитываете путем умножения сантиметров, то есть ширину. Вот у нас 52 сантиметра идет ширина на первый размер, 44-46. Да? Вы ширину умножаете на плотность. Плотность мы с вами сегодня определяли. Плотность у нас с вами была сегодня в 1 сантиметре 2,15 петель. И вертикальную плотность вы сантиметры по вертикали, да, то есть длину там какую-то, вы умножаете на эту плотность в 1 сантиметре 2,3 ряда. В итоге у вас получается в первом случае петли, во втором случае ряды. Когда будете вязать, обязательно руководствуйтесь рядами, а не измеряйте ничего сантиметрами. Это правильная технология, которая требуется нам для того, чтобы после стирки изделие не вытянулось чрезмерно. Чрезмерность, вот это, она может испортить целое изделие. Весь труд пойдет на смарку. Чтобы избежать этой неприятной ситуации, пользуйтесь, видите, я пишу всегда, на высоте 56 сантиметров равно 128 рядов, да? Если вы 56 умножите на 2,3 плотность по вертикали, вы получите 128 рядов. Вот и все. Вот и все. А сейчас мы давайте с вами приступим к вязанию образца. Для вязания образца я набрала 40 петель.
Почему 40? Объясняю. Сюда я включаю центральную косу 16 петель. Затем у меня с двух сторон идут 2 изнаночные от косы. Затем идет у меня маленькая наша косичка, жгутик на 4 петлях, тоже симметрично справа, слева. И по 5 петелечек с двух сторон идет у меня полупатентная резиночка. Вот. И еще плюс 2 кромочные. И все вместе это 40 петель получилось, да? И мы с вами вяжем. Я связала 6 рядов дополнительных, потому что, вот эти переплетения, которые мы сейчас будем делать, с самого начала с краешка не очень удобно вязать. Переплетения будут очень маленькие, девочки, всего лишь на 4 петельках все время будут присутствовать. Поэтому дополнительная спица нам не понадобится, это легко сделать и так. Кто не умеет, не переживайте, я покажу, там техника, которая доходит до автоматизма, скажем так, да. Если хотите, также свяжите 6 вот этих рядочков, как и я, дополнительных. Можно 4 рядочка. Начинаем первый ряд узора. Снимаем кромочную, делаем вот такой накид. И петлю снимаем, не провязывая. Лицевая. Снова делаем такой накид. Снимаем петлю, не провязывая, лицевая. Накид, петлю снимаем, не провязывая, лицевая. Лицевой нет. Просто 5 петель связали полупатентной резинкой. В косе делаем переплетение направо. 4 петли переплетаем направо. Перекрещиваем. Смотрите, первые 2 за работой, следующие 2 высвобождаем. С помощью правой спицы возвращаем на левую. Все 4 провязываем лицевыми. Совсем несложно. Совсем несложно. Затем идут 2 изнаночные. И начинается наша большая коса. Первые 2 лицевые просто провязываем. 2 лицевые. Затем перекрещиваем 4 петли направо. Для этого 4 петли снимаем на спицу, на правую. И смотрите, первые 2 петли у нас за работой. Высвобождаются вот эти следующие 2 петли. Я их с помощью правой спицы возвращаю на левую. Вот, видите, перекрест получился 4 петель. И все 4 вяжем лицевыми. Затем по центру идут 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. И перекрещиваем следующие 4 петли. Теперь уже налево. Также 4 петли я сняла на правую спицу. Первые 2 петли у меня перед работой. Следующие 2 вот таким образом высвобождаются. Я придерживаю их пальцем, они мне никуда не спускаются. С помощью правой спицы я возвращаю эти 2 петельки на левую. Перекрестили и провязали как 4 лицевые. Все. Остались еще 2 лицевые. Все, косичку связали первый ряд. Затем идут 2 изнаночные. И наш жгутик на 4 петельках также перекрещивается направо. 4 петли сняли на правую спицу. Первые 2 за работой. Следующие 2 высвобождаем перед работой. Поменяли их местами. Все 4 вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4. Затем идет полупатентная резинка. Делаем накид. Петлю снимаем, не провязывая. Лицевая. Накид. Петлю снимаем, не провязывая. Лицевая. Накид. Петлю снимаем, не провязывая. Вяжем кромочно-изнаночный. Переворачиваем наше вязание. Второй ряд я покажу только для полупатентной резинки. Для всех остальных узоров мы вяжем, как смотрят петли здесь. А полупатентный смотрите, как вяжется во втором ряду. Раппорт этой резинки всего 2 ряда и 2 петли. То есть лицевая, изнаночная, вы поняли, да?
Смотрите, первую кромочную сняли. И сейчас вяжем. Там, где у нас была с вами снятая петелька с накидом, мы ее провязываем лицевой вместе с накидом. Вот так. Затем идет изнаночная. И далее опять та петля, которую сняли с накидом, вяжем лицевой, изнаночная, лицевая. Вот 5 петелек провязали с изнаночной стороны, они так всегда будут вязаться. А далее мы вяжем, как смотрят петли: изнаночные, изнаночные, лицевые, лицевые и так далее самостоятельно. Третий ряд у нас с вами идет. Ну, полупатентная резинка вы уже сами знаете вязать, да, как делаем накид, петлю снимаем, не провязывая, лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая, лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая. Затем идет жгут, 4 петли лицевые, 2 изнаночные, и нас интересует наш большой широкий узор по центру, наша коса. В третьем ряду переплетение начинается сразу с первых 4 петелечек. Снимаем 5 петелечек на правую спицу, перекрещиваем направо по 2. Первые 2 за работой, следующие 2 перед работой. Поменяли местами, все 4 вяжем лицевыми. Следующие 4 петли также перекрещиваем направо. Снимаем 4 петли. Первые 2 за работой, следующие 2 перед работой. И все 4 вяжем лицевыми. Следующие 4 петли перекрещиваем налево. Снимаем 4 петли. Меняем местами. Первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. Поменяли местами, провязали как 4 лицевые. И следующие 4 петли тоже перекрещиваем налево. Снимаем 4 петли, первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. Перекрестили их вот так, поменяли местами. И все 4 тоже провязали лицевыми. Вот так у нас получается коса. Теперь вяжем 2 изнаночные. В маленьком жгутике просто 4 лицевые. В полупатентной резинке делаем накид. Петлю снимаем, не провязывая, лицевая. Делаем накид, петлю снимаем, не провязывая, лицевая. Делаем накид, петлю снимаем, не провязывая. Кромочную вяжем изнаночной. Все, переворачиваем наше вязание. И 4-й ряд вяжем самостоятельно, как я вам показывала, 2-й ряд. 5-й ряд у нас с вами вяжется. Смотрите, первую кромочную сняли, затем идет накид, петлю снимаем, не провязывая, лицевая, снова накид, петлю снимаем, не провязывая, лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая. Затем наш жгут 4 лицевые вяжется. Ничего здесь мы не делаем. Так, затем у нас 2 изнаночные, и в косе в нашей сейчас будут перекрещивания. Первые 2 лицевые мы вяжем просто и перекрещиваем следующие 4 лицевые направо. Меняем местами первые 2 за работой, следующие 2 перед работой. Поменяли местами, все 4 провязали лицевыми. Затем по центру 4 лицевые вяжем. 1, 2, 3, 4. Перекрещиваем следующие 4 петли налево. Снимаем 4 петли на правую спицу. Первые 2 петли вяжем, оставляем перед работой. Высвобождаем за работой 2 петли. Их вот так поменяли местами. Перекрестили, да? И все 4 провязали лицевыми. И в косе остались еще 2 лицевые. Итак, большую косу перекрестили полностью. Сейчас совсем легко будет. Далее вяжем 2 изнаночные, жгут на 4 петельках лицевых. Далее идет полупатентная резинка. Делаем накид,
петлю снимаем, не провязывая, лицевая, делаем накид, петлю снимаем, не провязывая, лицевая, делаем накид, петлю снимаем, не провязывая, кромочную вяжем изнаночной. Полупатентную резинку вяжите свободно, чтобы она у вас не стягивала края. Просто может так получиться, что если вы будете очень плотно вязать, особенно там, где вы снимаете петлю, не провязывая, с накидом, вяжите свободно. Моя вам такая рекомендация. Так, затем у нас 6-й ряд, вяжем, как смотрят петли. Итак, дальше у нас идет 7-й ряд. 7-й ряд, ну, резинку полупатентную вы же умеете вязать. Первую кромочную сняли, накид, петлю снимаем, не провязывая, лицевая, да, накид, петлю снимаем, не провязывая, лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая. В жгутике нашем идет переплетение, то есть мы связали полностью раппорт, он составляет, получается, 6 рядов, да, а сейчас уже 7-й ряд, и у нас опять переплетение, перекрещиваем 4 петли направо. Первые 2 у нас получается за работой, следующие 2 перед работой, все 4 вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4. Затем 2 изнаночные идут промежуточные. Вот видите, наш жгутик какой получается интересный, да? Такие жгутики вы и будете вязать, они у нас вообще основное полотно как бы занимают, да? А в нашей косе сейчас все очень здорово. 7, 9, 11 ряды вы вяжете просто все 16 петель лицевыми. Вот. Ну а в изнаночных рядах вяжется изнаночный, да? Вы понимаете, о чем я говорю. Все, провязали 7-й ряд лицевые 16 петель, дальше 2 изнаночные, жгутики снова перекрещиваем, все делая это направо, снимаем 4 петли, первые 2 за работой, следующие 2 перед работой, 4 петли вяжем лицевыми. И затем у нас полупатентная резинка, накид, петлю снимаем, не провязывая, лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая, лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая, кромочную свободненько вяжем лицевой, не затягиваем, переворачиваем наше вязание, и у нас 8-й ряд вяжется, как смотрят петельки. Девочки, сейчас 9 и 11 ряды я свяжу самостоятельно, вы тоже, да? Вот, и мы с вами давайте встретимся в 13 ряду, где у нас будет уже повтор раппорта вот этой нашей большой косы будет. Ну, в общем, продолжим. Как бы все равно вязать надо в длину, хотя бы еще для солидности, да. Нам же надо плотность сейчас определить, общую плотность будем определять полотна. Поэтому все нужно сделать по уму, да. Я буду вязать вот приблизительно такую вот высоту. Итак, девочки, самостоятельно связали с вами 9 и 11 ряды. И сейчас 13 ряд у нас по схеме снова идет переплетение в нашей большой центральной косе. Начинается раппорт заново, да? То есть у нас раппорт составляет 12 рядов вот этой большой косы. Вот. И в 13-м идет снова первый ряд. Вот. Таким образом я сейчас могу вам показать. Хотя зачем вам это показывать? Вы можете просто спуститься и посмотреть еще раз первый ряд. То есть, ну давайте, 13 ряд я пишу равно 1, да? А раппорт у нас с вами в нашем жгутике тоже, он вот сейчас будет здесь переплетение. 6 рядов получается раппорт жгутика на 4 петельках. Итак, у нас с вами полупатентная резинка, вяжем 5 петель, 5 петелечек связали. В жгутике маленьком идет переплетение направо, 4 петли, первые 2 за работой петельки, следующие 2 перед работой, все 4 вяжем лицевыми. 2 изнаночные и снова первый ряд 13 ряда, 2 лицевые, 4 петли переплетаем, перекрещиваем направо, первые 2 за работой, следующие 2 перед работой, все 4 вяжем лицевыми.
Затем у нас идут 4 лицевые по центру. 1, 2, 3, 4. И следующие 4 петли перекрещиваем налево. 4 петли сняли. Первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. Поменяли местами, провязали как 4 лицевые. Остались еще у нас 2 лицевые в нашем узорчике с косой. И далее 2 изнаночные. Жгутик на 4 петлях перекрещиваем направо, меняем местами. Так, перекрестили направо. Ну и полупатентная резинка, осталось 5 петелечек. Все. Вот вам 13 ряд. И вот уже вырисовывается картина, красивая очень. Вяжем самостоятельно. Можете остановиться на такой высоте, собственно говоря, и измерить плотность, если у вас другая пряжа. Ну и просто для собственного, так скажем, успокоения сделать индивидуальный расчет плотности. Я же буду сейчас вязать, девочки, еще немножечко. Вот. И затем мы с вами снова встретимся для расчета плотности. Горячим паром обдаем наш образец. И тянем его вертикально, горизонтально. Вытягиваем полотно. Еще раз. Так. А теперь пусть все это дело сохнет, таким образом вытянутое. Так, и теперь наша задача, когда все высохло, так, надо вот так встряхнуть. Смотрите, девочки, берем линеечку простую, обычную, да, и в таком естественном состоянии, расправленном, прикладываем линеечку и измеряем. Итак, у меня 18,5 сантиметров. И у нас использовалось 40 петель. Делим на 18,5 сантиметров. Получается вот такое число. 2,15 запишем. Я пишу, что в 1 сантиметре средняя плотность по узорам 2,15 петель. Теперь по вертикали. Сейчас мы измерим вот таким образом длину нашего полотна и посчитаем, сколько рядов у нас умещается. Вот 15 сантиметров. Сейчас надо посчитать ряды. У меня 35 рядов. 35, я, видите, не довязала изнаночный ряд. 35 разделить на 15. Итак, 35 разделить на 15 сантиметров. Получается циферка 2,3. Запишем, что в 1 сантиметре 2,3 ряда умещается у нас. Сейчас с этими цифрами идем к выкройке. Будем делать расчет. Вот такую выкройку, девочки, я предлагаю использовать для сегодняшнего мастер-класса. И у нас с вами сейчас будет расчет по петельной. Будем использовать размер 44-46, 48-50, 52-54. Удлиненная модель с длиной. Я сделала первый размерчик. У нас будет 62 сантиметра длина, второй 63 и третий размер, который 52-54, самый большой, 64 сантиметра длина. Вы можете эту длину по своему усмотрению, естественно, изменять. И пройма у меня получилась в высоту 20, 21,5, 23 на большой размер. Так, у нас будет с вами планка. Все детали вяжутся снизу вверх. Вот, и планочка 6 сантиметров. И вот здесь у нас, девочки, боковой такой идет разрез. Вот, разрез, конечно, можно проигнорировать, не делать. Планка 6 сантиметров.
Можно, я сделала боковой разрез 10 сантиметров. Хотите, остановитесь на, ну, мне кажется, 6 это маловато, да? Эффектно, когда 10, и может даже больше. Сейчас это модно, все эти боковые разрезы. Так, дальше смотрите. Значит, начинаем с резинки 1 на 1, вяжем планочку. Спинка и перед у нас вяжется совершенно одинаково, отличается лишь глубиной выреза горловины. Это понятно, да, как обычно. Для первого размера набираем на резиночку 98, 106, 116 петель у нас получается по размерно, да? Затем в последнем изнаночном ряду резиночки равномерно добавляем 14 петель. И далее у нас будет уже узор распределяться. Для первого размера 112 петель, второй размер 120 петель и третий размер 130 петель. И как самое главное, распределяем эти узоры. Я здесь пыталась вот нарисовать. Еще я не сказала, сколько это в сантиметрах. Смотрите, для 44-46 размера я сделала ширину спинки переда 52 сантиметра. Это 112 петель, да? Для 48-50 размера я сделала 56 сантиметров в ширину, и это 120 петель. И для 52-54 61 сантиметр, это 130 петель. Так, и вот такие вот у меня узоры, как они легли у меня. Смотрите, вы видите, что по центру у нас идут с вами вот эти косички наши жгутики на 4 петельках, и их 5 в оригинале. 1, 2, 3, 4, 5. У меня также. Между ними идут по одной изнаночной. Затем с двух сторон симметрично идет наша красивая коса на 16 петельках, и ее отделяют от других узоров по 2 изнаночные я сделала. Вот. Ну а далее идут опять косички. Их будет маленькие на 4 петельках, их 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Между ними опять по одной изнаночной. Вот они. Вот, девочки. И в итоге все это завершается или начинается полупатентной резинкой, которую мы тоже с вами вязали. 9 петель у меня получилось. Начинаем вязание с 9 и заканчиваем по 9 петель. Это первый размер. Второй размер получилось 13 петель. Ну и кромочный, соответственно. Для третьего размера получилось 18 петель полупатентной резинки. С двух сторон. Понятно, да? А вот этот костяк, который составил 94 петли вместе с кромочными, это для всех размеров он одинаковый. Различие идет в полупатентной резинке. От размера количество ее увеличивается. Повторю, первый размер 9 петель, второй 13 петель и третий размер 18 петель полупатентной резинки. Вот. Это самое было основное. И вот все тут вы видите, да? Ну, у модели хорошо это видно, как узор расположен. Теперь, что касается цельновязанной планки у проймы. Она у нас вяжется. Я сделала 7 петель, ее ширину. Вяжется она, начиная, вы видели, я заостряла внимание вот отсюда с краешку, да? И постепенно заменяем мы петельки полупатентные на петельки изнаночной, чередуя лицевую гладь. Да, вот смотрите, первое, в каждом втором ряду я вот так расположу. То есть, смотрите, первые 2 ряда идет изнаночная гладь, 2 петли. Мы заменяем полупатентные на 2 петли. В следующем втором ряду мы заменяем, уже добавляем по одной петельке в каждом втором ряду. В итоге выходим на 7 петелек. И далее уже просто вяжем на 7 петельках, ничего больше не заменяя патентную резинку. Понятно, да, о чем я говорю? Это надо смотреть на реальную модель, да? Сейчас я просто это вам схематично изобразила. Вот таким образом получается. Конечно, вы вправе это дело все рассмотреть по-своему. Я вот так увидела, и я вот так вам рекомендую делать. Эту величину 7 петель можно сделать 9, можно сколько хотите сделать. В принципе, это на ваше желание.
Дальше. На вырез горловины я отвожу 40 петель, второй размер 42, третий 44 петли. Вот. И все, что остается, это петли плеч. Ну вот я первый размер посчитала, а второй тут не написала, но в описании под видео все будет. Я просто сейчас не хочу на этом заостряться. Дальше. Как сделать закругление по вырезу горловины и на какой высоте все это дело мы делаем. Все будет под видео, девочки. Описание полностью выложено под видео. Моя задача вот сейчас была показать вам схематично, как располагается последовательность узоров, да? А все описание вы самостоятельно прочитаете под видео. Там есть текстовое описание вот этого всего великолепия, да? Так, ну, в общем-то, все, мои хорошие. Все, что я хотела, я вам сказала. Надеюсь, я объяснила вам очень даже все доступно. Ну, а сейчас желаю вам удачи, до новых встреч!